Всем привет! Сегодня продолжаю тему каталогов и расскажу, как создать каталог покрытий, чтобы покрытие стен можно было посчитать автоматически в Archicad. Что для этого нужно? Для этого, конечно, нужно досмотреть видео до конца, но внизу я уже подгружу для вас каталог, который будет в этом видео. Но только досмотрев до конца, вы сможете разобраться, что и как должно работать. Еще есть два главных критерия. Первый – это ваша модель должна быть корректна. То есть, у вас не должно выступать никаких стен вот так вот наверх. У вас все должно быть органично собрано. Ваш интерьер должен быть заключен в коробочку. Второе, это у вас не должно быть лишних покрытий на стенах. Как этого избежать, я сейчас покажу. У меня есть небольшая хитрость. Мы выбираем все стены при помощи пипетки и нажимаем Ctrl-A. Выбрались все стены в нашем проекте. Теперь нажимаем замены покрытий. И даже если у вас здесь стоит несколько, то вы все равно обратно их выжимаете и обратно отжимаете, чтобы на них не было никаких замен. Теперь точно все покрытия сняты. И можно делать наш каталог. Чтобы создать каталог, открываем карту проекта, каталоги, правой кнопкой мыши и создаем новый каталог. Назову его ID ODD. Имя. Спецификация покрытий стен. Здесь выбираем не элементы, а меняем на покрытие. Нажимаем ОК. И каталог создан. Но теперь нужно подобрать элементы, которые будут в него отбираться. Добавляем критерий и выберем типы элементов, которые будут отбираться. В моем случае стены. Если у вас еще есть колонны, ставьте колонны. Так что я добавляю еще один тип. И ставлю здесь тип элемента стена и колонна. Здесь ставьте или. Теперь добавлю еще один критерий, который как раз таки будет отбирать стены с замененными материалами. Добавляю критерий и здесь пишу отличается. Покрытие отличается от строительного материала. И добавляю его. Здесь нужно поставить галочку. Теперь мы показали, какие элементы должны отбираться в наш каталог. Давайте добавим поля, которые будут выводиться для показа нам. Добавляем поля и здесь вводим палитра. Это будет первая колонка, цвет покрытия палитра. Вот этот критерий добавляем. Следующий критерий — это имя покрытия. Добавляем. И учитываемая площадь. Добавляем сюда. И вот этот параметр, он еще может отдельно донастраиваться. У него есть вот такой вот значок. Можно щелкнуть по нему и посмотреть, что здесь есть. В вашем случае здесь менять ничего не нужно. Просто нажимаете ОК. И создаем каталог. Нажимаем ОК. И он появляется у нас вот здесь в карте проекта. Теперь переходим в каталог. Он у нас пуст. Пуст, потому что ни одно покрытие в проекте не заменено и не нанесено на стену. Сейчас я настрою его отображение. И потом буду наносить покрытие, покажу, как это делать, чтобы у нас каталог потом заполнился сам. Настроил каталог, у нас подписывается спецификация покрытия стен и 3 наших графы. Теперь давайте окрашивать элементы. Лучше всего это делать в 3D, поэтому перейдем в 3D. Тут у нас есть два варианта для нанесения покрытия на стены. Это выбирать каждую стену и наносить ей покрытие вот так вот вручную. Либо нажать на вот такой значок. Если у вас его нет, тогда документ, визуализация и окраска поверхности. Щелкайте сюда, у вас появится вот такое окно. Здесь можно зажать и выбрать вот такой вариант. Это многоразовая окраска. И выберу покрытие, которым я хочу покрасить стены. Сейчас сделаю все однообразно, а потом для проверки добавлю еще одно, чтобы проверить, как считается площадь. Выбираю краску песочно-бежевую, щелкаю на нее и теперь просто навожусь на стену и окрашиваю. Давайте уберем выделение и продолжим. В основном я почти все нанес. Осталось только поправить несколько моментов.
Вот такие ситуации, когда покрытие не наносится, можно убрать очень легко. Выбираем элемент и добавляем здесь замену. Можете как выбрать его покрытие, так просто нажать вот эту связующую кнопку. Теперь все покрытия нанесены. Давайте вернемся в каталог. Здесь посчиталась площадь, но посчиталась она много раз. Давайте объединим одинаковые элементы, чтобы не дублировать. Теперь знаем, что краской песочно-бежевой покрашено 115 квадратных метров. Давайте проверим, правильно ли считает Archicad покрытие. Я возвращаюсь обратно в 3D и покрашу вот эту стену и посчитаю ее площадь вручную. Выбираю покрытие, наношу. И теперь давайте измерим габариты стены и посчитаем на калькуляторе. 2700 на 5900. 2,7 метра умножаю на 5,9 метра. Получается 15,93 квадратных метра. Давайте вернемся в каталог и посмотрим, правильное ли число. Возвращаемся, и вот число совпадает с калькулятором. Так вы можете наносить покрытие для всех ваших проектов. Давайте еще добавим в прихожей зеркало, причем фиксированной длины. Как это сделать? Возвращаюсь на план и вот здесь добавлю узловую точку. Теперь измерим. Хочу сделать в зеркало метр. Значит, я веду 1000, минус Enter. И вот это расстояние теперь будет 1 метр. Вернемся в 3D. Мы можем покрасить при помощи той же команды, но уже нанести сюда покрытие зеркала. Выбираю стекло зеркала и наношу. У нас высота должна быть такая же, 2,7 метра, а длина 1000. Значит, у нас будет 2,7 метра зеркала. Проверяем. Да, все верно и сошлось. На этом с этим каталогом я заканчиваю. Подписывайтесь, ставьте лайки. И впереди у нас еще очень много интересных тем. Всем пока!